Современные биотехнологии творят чудеса. На наших глазах рождается новая отрасль — воскрешение вымерших животных. Она способна изменить облик нашей планеты, заселив ее снова мамонтами, тасманийскими тиграми и птицей Додо. Ученые, задействованные в этих проектах, утверждают, возвращение к жизни тех, кого люди когда-то истребили, не только этично, но и экономически выгодно. Правда, их оптимизм разделяют далеко не все. Эти исследования техасская компания Colossal Biosciences держала в строжайшем секрете. В течение нескольких лет сотрудники, расположенные в Далласе лаборатории, колдовали над клетками крови серых волков, внося в их ДНК 20 изменений. Затем ученые взяли ядра отредактированных клеток и оплодотворили ими яйцеклетки обычной домашней собаки. В 2024 году суррогатная собачья мать, которой сделали кесарево сечение, принесла потомство. На свет появились 3 животных невиданного ранее вида и размера. 2 самцам сотрудники Colossal Biosciences дали имена Ромул и Рем. Самка же была названа Кхалиси в честь героини популярного сериала «Игра престолов». Чтобы наблюдать за животными в естественной среде обитания, их поселили за 3-метровой стеной в засекреченном заповеднике площадью 800 гектаров, принадлежащем компании. Colossal Biosciences собирается постепенно увеличивать количество животных, но выпускать их в дикую природу пока не планирует. Клонированные животные — не обычные серые волки, а Ainotion dairus, так называемые ужасные волки. Это ныне вымерший вид волков, который обитал в Северной Америке во времена ледникового периода, завершившегося примерно 11 500 лет назад. Генетический материал, необходимый для воскрешения. Ученые выделили из зуба и кости 2 Ainotion dairus, хранящихся в музейных коллекциях. Одному образцу 13 000 лет, другому — 72. Техасские генетики заявили, что у их клонов с вымершим ужасным волком совпадают 15 последовательностей в геноме. Благодаря им воскресшие животные сильно отличаются от своих серых собратьев, с которыми они эволюционно разошлись минимум 2,5 миллиона лет назад. Они процентов на 25 крупнее. У них все намного больше, чем у серых волков. Черепа, челюсти, ноги и плечи. Кормят их специально разработанной смесью на основе говядины, конины и оленины. На этой мясной диете ужасные волки быстро растут. Ученые утверждают, что когда щенки повзрослеют, то будут весить от 60 до 70 килограммов. Но главное отличие клонированных волков от серых — белоснежная шерсть. Считается, что именно с Ainotion dairus Джордж Мартин списал своих лютоволков в эпической саге «Песнь льда и пламени», по которой был снят сериал «Игра престолов». Но если фанаты сериала и цикла романов Мартина «Воскрешению лютоволка» наверняка обрадовались, то со стороны научного сообщества критики избежать не удалось. Одни обвиняли генетиков Colossal Biosciences в безответственности, указывая на то, что эксперименты могут выйти из-под контроля. И тогда все может пойти по гораздо худшему сценарию, чем в известном фильме Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Другие ученые указывали на то, что лютоволк все-таки представляет собой иное существо, отличающееся от настоящего ужасного волка. Ведь их геномы совпадают далеко не на 100%. А значит, во всей этой истории намного больше пиара и хайпа, чем реального воскрешения вымершего вида. Но как бы то ни было, биотехнологическому стартапу с оценкой более 10 миллиардов долларов удалось привлечь к себе внимание и дополнительные инвестиции в размере 435 миллионов. И в этом, безусловно, помог кинематограф. Среди инвесторов значатся культовые фигуры, такие как, например, режиссер «Властелина колец» Питер Джексон и Пэрис Хилтон. С удовольствием с воскрешенным лютоволком на руках фотографируется сам Джордж Мартин. С маркетинговой точки зрения объект воскрешения был подобран идеально. Лютоволки — это настоящие звезды поп-культуры. О них снимают фильмы, пишут песни рок-группы,
Их можно встретить в популярных компьютерных играх. История Colossal Biosciences — пример того, как бизнес в союзе с наукой и поп-культурой способен двигать вперед технологическое развитие. В любом случае, компания с критикой в свой адрес категорически не согласна и позиционирует себя как системно заботящуюся о сохранении вымирающих и восстановлении популяции вымерших видов. Планы у нее амбициозные, учитывая, что по статистике 99,9% когда-либо живших на нашей планете существ с лица Земли давным-давно исчезли. В количественном выражении это примерно 5 миллиардов видов. Девонское вымирание лишило планету бесчелюстных рыб, триасово-юрское, крокодилоподобных фитозавров. В меловой период вымерли тираннозавры и велоцирапторы. Трудно отделаться от мысли, что вымирание — это скорее норма, чем досадная аномалия, которую следует устранить. Впрочем, к массовым вымираниям приложили руку не только падавшие на Землю астероиды и природные катаклизмы. Примерно 300 тысяч лет назад человек взял в руки копье и начал охотиться на животных в промышленных масштабах. Первыми были ликвидированы те, кто представлял опасность для жизни. Затем самая лакомая добыча, на которую помимо человека претендовали разного рода крупные хищники, например, саблезубые кошки или те же лютоволки. Последние попросту не выдержали конкуренции с человеком и вымерли, лишившись своей кормовой базы — лошадей, бизонов, гигантских ленивцев и детенышей мамонтов. Вместе с ними в небытие навсегда ушли шерстистые мамонты, дронты, странствующие голуби, стеллеровы коровы, сумчатые телоцины, с которыми фермеры Тасмании не желали делиться домашним скотом, и многие-многие другие. Однако процесс на этом не остановился. Катастрофическими темпами вымирание продолжается прямо сейчас. Совсем недавно на евразийских просторах официально умер последний тонкоклювый кроншнеп. А северных белых носорогов на планете осталось всего 2, но размножить их традиционным способом не получится. Оба носорога — самки. Однако у той части человечества, которую мучила совесть за невинно убиенных созданий, наконец-то появилась надежда. Сегодня воскрешение вымерших видов — это бурно развивающаяся отрасль на стыке нескольких новаторских биотехнологий. Идея берет свое начало в научной фантастике. А сам термин «de-extinction» — «девымирание» или «воскрешение» по-видимому, впервые появился в романе Пирса Энтони 1978 года «Источник магии». После успеха романа Майкла Крайтона «Парк юрского периода» 1990 года идея, что называется, окончательно ушла в народ. Вдохновленные научной фантастикой генетики в 1990-х, 2000-х научились исключительно эффективно извлекать ДНК, даже из микроскопических образцов. В 2000 году был проведен первый эксперимент по воскрешению. Увы, клонированный горный козел Букарда прожил на свете всего лишь несколько часов. В 2003 году был секвенирован человеческий геном, а потом и геномы самых разных животных. А в 2012 появилась технология CRISPR, которая позволяет вырезать участки генетического кода из ядра клетки и заменять их другими. С тех пор ученые не раз сталкивались с неудачами в клонировании, с технологическими ограничениями и этическими возражениями. Однако со временем в научных спорах родилась следующая аргументация в пользу воскрешения вымерших видов. Все они когда-то играли важную роль в экосистемах, в которых после их исчезновения образовался невосполнимый пробел. Colossal Biosciences чутко уловила новый тренд научных дискуссий и сделала ставку на реинтродукцию видов. Сейчас в компании работают 132 ученых, больше, чем на биофаках большинства университетов мира. Лютоволки — это не первый подобный проект Colossal Biosciences. По секретному техасскому заповеднику, рядом с Эйносион Дирус, бегают еще 4 клонированных создания. Рыжие волки Хоуп, Блейз, Синдер и Эш, принадлежащие к одному из наиболее быстро вымирающих видов в мире. Компания продолжает начатую в 2021 году
работу над проектами по возвращению на нашу планету таких животных, как странствующий голубь, Эктопистес миграториус, и шерстистый мамонт, Мамутус примигениус. Надо же в конце концов лютоволку предоставить достойную добычу. Если в случае с ужасным волком суррогатной матерью была домашняя собака, то для воскрешения мамонта воспользуются помощью слонов. Первые мамонтята должны появиться уже в 2028 году. Один воскрешенный мамонт будет стоить примерно $2 миллиона и, по задумке его создателей, принесет немало экономических выгод странам, которые согласятся приютить его популяцию. Несмотря на скептические оценки и обвинения компании в неэтичном поведении, своего шанса на возрождение ожидают также птица додо, тасманийские тигры, тилацины и гигантские нелетающие моа, когда-то населявшие Новую Зеландию. А вот с воплощением в жизнь парка юрского периода придется подождать. К сожалению, ДНК динозавров, вымерших более 65 миллионов лет назад, не сохранилась в достаточном для клонирования количестве и качестве. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.